Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Сегодня у меня на повестке дня есть для вас обзор одной очень интересной децентрализованной платформы для создания, управления и торговли финансовыми NFT, которая называется Solve Protocol, узнать о которой более подробно вы, собственно, сможете прямо сейчас. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал CryptoLady, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Итак, что же такое Solve Protocol? Как я уже сказала в самом начале, Solve – это специально созданный протокол, предназначенный для создания и облегчения сетевого рынка для новой категории криптоактивов под названием финансовый NFT. Уверена, многие из вас сейчас впервые столкнулись с данным понятием. Собственно, как и я до знакомства с Solve Protocol была не в курсе, что такие криптоактивы существуют. Но, как говорится, этим мир криптовалют и интересен, что каждый день ты узнаешь о нем что-то новое. Так вот, чтобы как следует разобраться с данным понятием, предлагаю посетить раздел «Документы» компании Solve, из которых, собственно говоря, мы и поймем, что причина, по которой многие протоколы DeFi используют NFT для реализации каких-то сложных функций с помощью передовых финансов, заключается в неспособности их оригинальных токенов ERC-20 стандарта осуществлять те или иные возможности, которые, например, принадлежат уже токенам ERC-721 стандарта. Или же наоборот, токены ERC-721 стандарта, или же по-другому NFT, часто требуют количественных характеристик токенов ERC-20 стандарта, на фоне чего и возник вопрос, как же гармонично использовать оба финансовых сценария, так как потребность в этом растет изо дня в день, в результате чего, благодаря кропотливой и усердной работе команды Solve, появился новый протокол, который готов продемонстрировать всем нам новую категорию криптоактивов – финансовый NFT, который называется универсальный NFT, или же сокращенно VNFT. По факту команда из Solve изобрела новый стандарт токена под названием VNFT, который не просто совместим с ERC-721, но и является гораздо мощнее него, так как его можно разделять, собирать и обновлять. И еще, чтобы подчеркнуть финансовую сторону этих токенов, то все отчеканенные на протоколе Solve VNFT называются ваучером, которые, я напомню, могут легко дробиться и разделяться, а также потом сливаться, используя количественные операции, позволяющие по-новому использовать финансовый сценарий для ваучеров. Для наглядности предлагаю рассмотреть представленную в документе картинку, где мы увидим, как один ваучер с общей суммой в чуть больше 680 тысяч разделился на два других ваучера с суммой в 200 тысяч и в 400 с лишним тысяч. При этом все остальные параметры выпуска остались неизменны, а именно базовые активы, дата валютирования, дата окончания и коэффициент выпуска. Знаю, для кого-то все это может показаться достаточно сложно и запутанно, но поверьте, прочитав в спокойной обстановке представленный документ несколько раз, все станет куда понятней. Поэтому для удобства все ссылки на него я оставлю вам в описании. А пока я все же продолжу эту тему, полагаясь на ваше понимание уже озвученных мной понятий. И как вы уже догадались, не воспользоваться таким крутым инструментом будет крайне глупо, поэтому он так быстро нашел поддержку со стороны многих крутых криптовалютных проектов, часть из которых мы можем видеть прямо на главном сайте. Да и инвесторов, как вы видите, у Solve Protocol тоже немало, что лично меня крайне радует. Просмотреть же доступные ваучеры для покупки прямо сейчас вы можете на сайте тестовой сети Solve, присоединиться к которой вы можете посредством MetaMask, после подключения которого обязательно измените блокчейн на Renkebi, после чего вашему взору откроется marketplace доступных ваучеров, среди которых мы увидим большое количество ваучеров как от самого проекта Solve, так и от Dodo. Но для удобства вы можете воспользоваться поиском, где, как вы видите, представлен куда больше ваучеров от других проектов. Но как бы там ни было, в рамках платформы есть еще и первоначальное предложение конвертируемого ваучера, или же сокращенно IVO. Что это значит? Это значит, что проекты могут выпускать такие ваучеры, которые представляют их заблокированные токены, в результате чего конвертируемый ваучер дает инвесторам доход на основе ценового диапазона облигаций и цены окончательного расчета, что в свою очередь позволяет криптоинвесторам получать еще больше потенциальной прибыли от криптовалют, наслаждаясь при этом безопасностью облигаций. Для удобства понимания, что же такое IVO, доступна специальная статья на Medium канале. Ознакомиться с ней вы сможете более подробно уже и самостоятельно. А пока буду рада вам объявить о кампании по внесению в белый список конвертируемого ваучера USF,
где у вас есть шанс попасть в общее число победителей в период с 21 по 28 января текущего года, которых, кстати, всего будет 800, каждый из которых сможет приобрести от 1 до 100 ваучеров. При этом, как вы уже возможно заметили, общая стоимость конвертируемого ваучера USF насчитывает аж $1 миллион с датой предложения от 29 января по 29 апреля. Так вот, чтобы попасть в белый список, вам нужно выполнять как можно больше заданий и привлечь при этом рефералов, чтобы иметь больше шансов получить место в белом списке. Любое мошенничество или же использование ботов будет немедленно дисквалифицировано, так что имейте это в виду. В любом случае, обратите внимание, что получение места в белом списке означает, что вы можете участвовать в предложении конвертируемых ваучеров, но это не гарантирует распределение, так как ИВА будет первым пришедшим и первым обслуженным в рамках Solve протокол мероприятием. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь со всей озвученной в этом видео информацией более подробно, уже и самостоятельно. Все ссылки вас уже ждут в описании. Ну и в заключении приду вам еще немного интересных статистических фактов о Solve протокол, среди которых мы видим, что общая стоимость, зафиксированная в ваучерах, составляет чуть больше $92 миллионов США, с общим количеством отчеканенных ваучеров на Solve почти в 10 тысяч, из которых 7 тысяч пользователи уже успели приобрести, а 1200 из них даже прошли процедуру проверки KYC, что, как по мне, уже неплохо. Да и вообще, как показывает практика, вокруг Solve протокол изо дня в день возрастает его высококачественное сообщество, которое добавляется во все официальные социальные ресурсы проекта. Убедиться в этом вы можете лично, просмотрев их Twitter, Telegram и Discord, суммарная аудитория которых уже насчитывает свыше 150 тысяч пользователей, что лично меня опять-таки очень радует. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня и пока-пока.